Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт Стефания. В рецепте было написано, что этот торт не оставит равнодушным никого. И действительно, торт очень необычный. В его составе песочные коржи с кокосовым и ореховым покрытием и заварной крем, который хорошо пропитывает коржи, делая торт мягким. Торт очень красив на разрезе, мягкий, вкусный и несложный в приготовлении. Для теста для коржей нам понадобится 500 граммов муки, 250 граммов сливочного масла, 5 желтков от куриных яиц среднего размера, 130 граммов сахара, 50 граммов сметаны любой жирности, у меня 15%, пакетик разрыхлителя для теста, это 10 граммов, пакетик ванильного сахара, это 8 граммов, щепотка соли и буквально щепотка негашенной соды. Соль нужна для того, чтобы погасить кислоту, содержащуюся в сметане. Муку смешиваем с разрыхлителем, с солью, содой. Смешиваем как можно тщательнее, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились по объему. А затем просеиваем. Куриные яйца разделяем на белки и желтки. Для теста нам понадобятся только желтки. Белки мы также будем использовать в этом рецепте, но немного позднее. Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника и дать согреться. Оно должно быть мягким. Приготовление теста начинаем с того, что взбиваем сливочное масло. Постепенно добавляем сахар. Всыпаем ванильный сахар. Желательно по одному за раз вмешиваем яичные желтки. Каждый раз хорошо прорабатываем миксером, чтобы желтки и масло соединились. Периодически подбираем масло со стенок посуды, чтобы тесто было без непромеса. Кладем сметану и прорабатываем миксером до однородности. В последнюю очередь вмешиваем тесто муку с разрыхлителем. Мешаем быстро, чтобы тесто не переработать, чтобы оно не затянулось. Можно вмешивать при помощи миксера, но только быстро, коротко, на малых оборотах. Чтобы добиться малых оборотов, я миксер постоянно включаю и выключаю. В результате должно получиться мягкое, но в то же время не липкое тесто. Тесто подкатываем, делим на 4 части. Каждую часть заворачиваем в пищевую пленку и убираем на 30-40 минут в холодильник. По рецепту коржи будут выпекаться с кокосовым и ореховым покрытием. Для кокосового покрытия нам понадобится 5 оставшихся яичных белков, 200 граммов кокосовой стружки, 120 граммов сахара, густой джем. По рецепту нужен джем из черной смородины. У меня был сливовый джем, поэтому я буду готовить с ним. И буквально щепотка соли. Для орехового покрытия нам понадобится 200 граммов фундука, 50 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара и 50 граммов меда. Коржи можно раскатывать по мере выпечки, но мне удобно сначала раскатать все тесто и затем уже их выпекать. Поочередно достаем из холодильника кусочки теста и раскатываем. Раскатанное тесто я переложу на лист бумаги для выпечки. И вырежу корж диаметром 24 сантиметра. Мне удобно вырезать крышкой. Обрезки теста соберу. Корж густо наколю вилкой. И пока уберу в холодильник. Затем достану из холодильника следующий кусочек теста и вот точно таким же образом раскатаю. Положу сверху, также уберу в холодильник, затем достану третий, четвертый кусочек теста и тоже их раскатаю. Раскатанные коржи можно складывать стопочкой. Все обрезки теста можно тонко раскатать, испечь и затем использовать для приготовления крошки для обсыпки торта.
У меня обрезков получилось много, поэтому после раскатки я из обрезков вырезала еще один корж, а на крошки у меня пойдут обрезки от этого коржа. Этой крошки мне вполне хватило для того, чтобы украсить торт. Корж также накалываем вилкой и пока убираем в холодильник. Для кокосового покрытия к белкам добавляем щепотку соли и взбиваем пока без сахара до мягких пиков. Затем постепенно добавляем сахар и взбиваем, постепенно увеличивая скорость вращения миксера до устойчивых пиков. Вот до такого состояния. В взбитые белки аккуратно вмешиваем кокосовую стружку. Я буду вмешивать лопаточкой, складывающими движениями, примерно так же, как мы замешиваем бисквитное тесто. Достаем из холодильника один раскатанный корж, смазываем густым джемом. Сверху распределяем примерно половину кокосового покрытия. Выпекаем корж предварительно разогретой до 190 градусов Цельсия духовке в течение 15-18 минут. Противень я ставлю в середину духовки, нагрев вверх-вниз. Пока этот корж печется, мы подготавливаем еще один корж с кокосовым покрытием. Также корж смазываем джемом и распределяем оставшееся кокосовое покрытие. Испеченный корж снимаем, перетаскиваем еще один корж и также его печем при 190 градусов Цельсия 15-18 минут. Даем коржам полностью остыть. Для орехового покрытия орехи крупно нарубаем. В миску кладем сливочное масло, всыпаем сахар, кладем мед и прогреваем до получения однородной массы. Всыпаем орехи, размешиваем и прогреваем еще 1-2 минуты. Я прогреваю в микроволновой печи, но можно на плите. Достаем из холодильника еще один раскатанный корж и распределяем сверху половину орехового покрытия. Выпекаем корж предварительно разогретой до 190 градусов Цельсия духовки в течение 10 минут. Противень я также ставлю в середину духовки, нагрев вверх-вниз. Пока один корж печется, мы совершенно таким же образом подготавливаем второй корж. Испеченный корж снимаем, перетаскиваем в сформованный корж и также его печем при 190 градусов Цельсия 10 минут. В последнюю очередь я испеку корж, который я раскатала из обрезков. Печем при 190 градусов Цельсия примерно 10-15 минут до золотистого цвета. Для крема нам понадобится 3 куриных яйца среднего размера, 500 мл либо молока, либо сливок жирностью 10 или 20%, 250 граммов сахара, 50 граммов муки и крахмала, примерно 2/3 муки, треть картофельного крахмала, общий вес муки и крахмала 50 граммов, 250 граммов сливочного масла и пакетик ванильного сахара, это 8 граммов. Смешиваем муку, крахмал, сахар, ванильный сахар. Слегка взбиваем куриные яйца. Всыпаем подготовленную смесь и размешиваем до однородности. Разбавляем небольшим количеством либо молока, либо сливок. Оставшееся молоко или сливки выливаем в кастрюльку и доводим практически до кипения. Тонкой струйкой при постоянном размешивании выливаем горячее молоко или сливки в яичную массу. Возвращаем в кастрюлю, ставим на плиту и при постоянном интенсивном размешивании варим до загустения. Когда крем загустеет, варим его еще 1-2 минуты, чтобы мука и крахмал проварились и не ощущались в готовом креме. Переливаем в миску, накрываем пленкой. Пленку кладем прямо на поверхность крема, чтобы под пленкой не образовался конденсат. И даем полностью остыть до комнатной температуры. Сливочное масло оставляем на рабочем столе, чтобы оно согрелось, стало мягким.
После остывания заварная основа станет значительно гуще. Сливочное масло к этому моменту согрелось, стало мягким и легко продавливается пальцем. Приготовление крема я начну с того, что взобью сливочное масло, и затем постепенно порциями буду добавлять заварную основу. Очень важно крем не перебить, не переработать, чтобы он не расслоился. Вот такой по густоте крем получился в результате. Сейчас крем комнатной температуры. Когда он полностью остынет, он станет значительно более стабильным, более густым. Раскладываем крем между коржами. Небольшое количество крема, примерно как на 1 корж, оставляем в миске. Этот крем нам понадобится для промазывания боков торта. Собираем торт как обычно. На сервировочную тарелку поочередно выкладываем коржи и промазываем кремом. В процессе сборки чередуем коржи с ореховым и кокосовым покрытием. Сверху выложила корж без покрытия, который я раскатала из обрезков теста. Оставленным кремом промазала бока торта. И просыпала, украсила торт кокосовой стружкой, крошкой, приготовленной из обрезков теста. Сверху разложила немного рубленых орехов и слегка затонировала торт какао-порошком. Собранный торт оставляем на 1-2 часа на рабочем столе при комнатной температуре, чтобы торт пропитался. И затем убираем на несколько часов в холодильник, чтобы торт хорошо пропитался и хорошо охладился. И наш торт готов. Итак, наш торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.